Хочу поделиться с вами приготовлением простого и вкусного рецепта торта Прага. Этот торт известен различных видов. Прага, классическая Прага, старая Прага, шифоновая Прага. Всех их отличает состав крема и бисквита, но объединяют три составляющих. Это масляный крем, какао-бисквит и шоколадная помадка. Я сегодня приготовлю торт на основе сметанно-какао-бисквите. Сметанном какао-бисквите. Так, сразу же приступаем к приготовлению. Я буду все замешивать в такой кастрюле, мне в ней удобно это все делать. Берем яйца и взбиваем их сначала щепоткой соли, а потом будем добавлять сахар. Так, соль. Буквально щепоточку. Берем миксер, насадку венчик и немного взбиваем. Так, теперь сюда добавляем сахар. И продолжаем взбивать. Уже до такой пышной белой массы. Теперь добавим сюда сгущенное молоко. Вот тут у меня банка, половину баночки пойдет. Так. Дальше сметана. И сода, гашеная лимонным соком. Все, теперь все тщательно перемешиваем аккуратно. Чтобы получилась однородная масса. Теперь будем добавлять какао и муку. И просеивать через сито. Так, возьмем 3 столовые ложки какао. Просеем его вместе с мукой. Так. Буду делать это постепенно. Должно получиться такое тесто по составу похоже на густую сметану. Теперь берем разъемную форму. Я ее проложила бумагой и смазала сливочным маслом. И выливаем сюда наше тесто. Если форма немного поменьше в диаметре, можно тесто разделить на 2 части. Ставим выпекаться бисквит в разогретую до 180 градусов духовку. Теперь приготовим масляный крем. Берем слегка подтаявшее масло, которое у нас уже постояло при комнатной температуре. Режем его на кусочки и перекладываем в стаканчик. Теперь берем миксер, многофункциональную насадку и немного взбиваем масло на первой скорости. В принципе, вот этого вот достаточно, потому что будем работать дальше. Теперь добавим сюда сгущенное молоко и столовую ложку какао порошка. Теперь все перемешиваем до однородной массы. На время, пока готовится бисквит, мы готовый крем убираем в холодильник. Прошло полчаса,
И можно проверить бисквит при помощи деревянной палочки. Если палочка остается сухая, значит бисквит готов. Так у нас и получилось. Все, мы достаем его и оставляем так до полного остывания. Сейчас мы будем готовить помадку. Для этого мы делаем водяную баню, то есть кастрюля с водой. Сверху устанавливаем миску, включаем на нагрев. Ну, я сразу же сюда положу колотый шоколад. Пока вода нагревается и начнет таять шоколад, бисквит мой остыл, и поэтому я его разрежу на 2 части. Ну, если у кого-то получится на 3, можно на 3. И разрезаем. Кто-то это умудряется делать при помощи нитки. Тогда получается очень ровненько и красиво. Так, немножко, ничего страшного. Так, теперь я беру уже сразу же хорошую тарелочку. Выкладываю первый слой. Так, теперь мне нужно пропитать его абрикосовым повидлом. Ну, сделаем его немножечко пожиже, потому что вот он у меня такой вот густоватый. Чтобы хорошо пропитался бисквит, добавим в повидло немного кипяченой воды. Вот так вот. Чтобы получился такой абрикосовый сироп. Я думаю, этого достаточно. И вот так вот смазываем 2 коржа. Шоколад полностью растопился. Теперь сюда можно добавить сметану. Кто-то добавляет сливки. У меня получается где-то 2-3 ложки сметаны. Так, перемешиваем. Подержав буквально минуту и хорошо перемешав наши составляющие помадки, можно уже отключать нагрев. Помадка готова. Все, ее в сторону. Так, теперь продолжаем составлять торт. Повидло мы нанесли сироп абрикосовый. Теперь берем крем, который у нас постоял в холодильнике. Он такой стал уже достаточно плотный, твердый, застыл. И мы его наносим. Наверное, придется вилкой это делать. Лопатка слишком мягкая. Вот так вот распределяем. Поверхность крема выравниваем. Так. И теперь сверху накрываем 2-м коржом. Можно немного придавить. И вот эти вот края смажем. Так. Ну, вроде и все. Дальше. Сверху нам уже крем не нужен. Сверху идет помадка. Выкладываем и также выравниваем. Не забываем про бортики. Я решила верхнюю часть торта сделать такой неровной, в виде ежика, что ли. Хотя можно украсить ее по своему желанию. Орехами, фруктами, как угодно. Торт желательно на ночь поставить в холодильник, для того, чтобы он хорошо пропитался. Что, готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!